сюда иди, а ну. Ты как хорошо запакована. Ребята, всем привет! Распаковываю просто топовый, очень жирно топовый токарный центр. Ой, что-то он маленький какой-то. Но он должен быть просто восхитительный. Так, конус Морзе 4. Угадал. Хоп! Ху-ху-ху, вообще! Смотрите, какая роскошь! Как я хотел такой центр себе. Вы даже и не представляете. Сегодня мы его испытаем. Посмотрим на точность. Ибо собираюсь выложить ссылочки на него. Вдруг кому-то так же, как и мне, будет интересно приобрести такую вещь роскошную. Ну, мне определенно он нравится. Правда, вот он как-то не особо как-то сверхплавно крутится. Ну, хотя нет, тут уже нормально. Буду использовать вместо обычных токарных центров. Сейчас у меня такой в работе. Раньше был советский, он чуть-чуть побольше. Ну, вот это вот. Обратите внимание, какая будет доступность теперь. Ничего не будет касаться резцом. Можно будет любые использовать, даже такие от ЧПУ. Квадратные резечики. И все будет отлично работать. Смотрите. Конус Морзе 4. Так, ну что ж. Теперь это дело выглядит вот так. Внутри должен стоять роликовый подшипник. Так что вы не переживайте, что корпусина такая маленькая. Подшипник, по идее, здесь даже более мощный получается, чем в обычных центрах, где стоит шариковый, например. Непривычно, конечно, и страшно первый раз будет точить на таком. Потому что очень уж он какой-то маленький. Большой вылет такой. И да, ребят, если вы не хотите, чтобы я выкладывал такие видео со своими находками, напишите, пожалуйста, что это все реклама. Все ради бабла там и так далее. И тогда я, может быть, не буду ссылочки выкладывать. Ну, а под этим видосиком обязательно выложу. Уж очень мне понравилась эта вещь. Очень любопытно посмотреть, что нам покажет индикатор. Самое интересное, естественно, какое здесь биение. О! Биение присутствует. И оно аж целых 0,05. Ну, как по мне, это немного. В пределах 4 микрон. А вниз можно отклонить довольно-таки прилично. Ход примерно 5 соток получается. Хотя я не знаю, с чем это связано. Вроде бы все затянуто у меня. Может быть, это она на конусе Морзе так играет? Непонятно, если честно. Короче, хватит баловаться. Пора переходить к ходовым испытаниям. Глядя на такие скромные размеры, с трудом верится, что оно может выдерживать большие нагрузки. Хочется, чтобы этот центр стал моим любимым, потому что он очень красивый. Зацентруемся. Центровка, вот, например, на базе цангового патрона очень хорошо работает. Потому что эта вещь всяко точнее, чем обычный патрон сверлильный. Пускай даже очень точный станочный. Эта вещь еще точнее. И никогда не ломаются центровки. На моей ТВшке 5 лет уже центровка стоит. Ну, короче, со дня основания канала. И со дня, когда я поставил ее в цанговый патрон. Все. Более я центровку не менял, не ломал. Так она по сей день там и стоит. Один раз подтачивал кончик. Больше ничего не делал. Вот хочется, чтобы и здесь так было. Смотрите, какая доступность для резца. Это какая-то роскошь. Как полагается, заправил резечек. И сейчас будем драть.
Коснулись, обнуляемся и добавляем пару миллиметров. Пару миллиметров точно схавает. Раз, два. Забазировал индикатор относительно пиноли. Он немножечко гуляет, потому что приставлен к нерабочей поверхности. Ну, туда прям в самый кончик я не могу приставить, сами понимаете почему, там нет места. И теперь моя задача посмотреть, как этот центр будет гнуться под нагрузкой. 2 миллиметра даю. Поставил на автоподачу, посмотрим, что изменится. Так, пошел процесс. Особых изменений не замечено, что-то маловато я как-то подал. Надо еще пару миллиметров. Есть некая неравномерность. Если не получится сейчас, то мы сделаем проходик, чтобы выровнять заготовку. Видите, она какое биение имеет. Ну, мы ее выровняем, если что, и повторим эксперимент. Погнали дальше. Еще 2 миллиметра добавил. Ну что ж, процесс идет. Видно, что на пару соток оно куда-то там отклонилось. Даже уже на 4. Под нагрузкой. Сейчас еще больше нагрузка будет. Ну, допустим, 4 сотки. Потому что, когда мы выключаем, оно вот так вот ходит. Надо еще добавлять, друзья. Но хочется все-таки выровнять деталь. Сейчас мы выровняем и продолжим. 6 миллиметров съем металла. Нагрузку выдерживает, только что-то его разболтало. Видно биение уже невооруженным взглядом. И он как-то весь вибрирует, начиная с корпуса и заканчивая кончиком, самим центром. Попробую полностью проточить, перевернуть, то есть по-нормальному зажать, не кривой частью, как сейчас, а нормальной ровной частью. Может быть, сам патрон отжимает заготовку. Бывает иногда такое. Ну, хотя, если бы центр был жесткий, он бы держал по-любому. Да, что-то здесь нечисто, что-то здесь не то. Продолжаем наши испытания. Перебазировал заготовку. Теперь она заточенную часть держится. А здесь я перецентровал. Видно, что биение очень сильно уменьшилось. Теперь оно около 2 соточек. Вот, на нерабочей поверхности. Давайте посмотрим, как оно себя поведет под нагрузкой. Дам сразу 6 миллиметров, баловаться не буду. По 3 миллиметра на сторону. Погнали! Ну, как мне кажется, на 4 десятки примерно. Включаю увеличенную подачу. Сейчас будет 0,13 миллиметров наоборот. Просела еще больше. Но прет нормально. Давайте до 0,2 сделаю. Ну, работает, друзья. Более-менее работает. Выключаем, возвращается на нолик. Ранее просто был плохой зажим. Но я буду не я, если мы не сравним эти результаты с другим центром. Потому что мне кажется, вот такой вращающийся центр не просто так сделан, таким массивным и огромным. Сейчас мы ничего с подачами менять не будем, поменяем лишь центр и увидим разницу. Этот по-любому будет круче, даже хотя бы потому, что у него короче геометрия. Этот длиннее на 30%. Вращается по-прежнему жестко, ничего не разболталось. Это хорошо. Ох, испугался я, когда его начало телепать. Думал, уже все, полный фуфел купил. Вот, ну ладно, сейчас сравним, узнаем более четко. Фуфел, не фуфел. Индикатор установлен на 0. Справедливости ради стоит заметить, что здесь биение меньше. Но здесь уже это рабочая зона. На это тоже надо поправку давать. И здесь еще нужно давать поправку, потому что плечо короче воздействие. Все, включаю на той же самой подаче. 0,2 мм за оборот. Погнали смотреть. Что будет? Отклонился где-то на 4 сотки. О, ну все.
перестала точить. Но мы успели заметить 4 сотки где-то. Еще раз, только все сначала. Около 4 соток. Одно могу заметить, резечек очень качественно заточил. Так хорошо берет. Класс. Да, ну что тут сказать. Произведены вполне объективные испытания. Центр более-менее рабочий, но, честно говоря, вот этот вот он и пожестче, и такое чувство, что поточнее. Решать вам, друзья, делать выбор в пользу такого или нет. Ссылочку я оставлю в описании. Мне он очень внешне нравится, и я по-любому его буду использовать иногда. Ну, на каких-то не особо жестких деталях и не особо высокоточных. Вообще на высокоточных деталях надо использовать другой центр. Не такой и не такой. А не больше, не меньше вот такой. Это называется жесткий центр. Мне повезло, у меня здесь есть наконечник из сплава ВК-8. То есть он не изнашиваемый практически. У него, естественно, запредельная жесткость. Это первое, на что надо обратить внимание. А второе, он делает очень жесткий упор. Он вот так вот не гуляет. Если у нас подшипник немножко гуляет на станке, то есть уже изношенный торцевой подшипник, то здесь он это дело будет компенсировать, и торцы будут очень точные получаться. Ну, не зря при изготовлении высокоточки используют очень часто вот такие вращающиеся центры. Его жесткость проверять не будем, тут и так все понятно, нет вращающихся частей. И жесткость всецело будет зависеть от жесткости станка и от жесткости вот этой части центра. Такое вот небольшое экспериментальное видео, с которым у меня все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!